Друзья, всех приветствую в очередном блоге из мастерской, и начну сегодняшнее повествование я с одного занимательного факта. Вчера я был на встрече любителей яхтинга, и как и на любой другой встрече, на которой меня никто не знает, я при вопросе, кем я работаю, предложил угадать. И вы знаете, еще ни разу люди, которые меня не знали бы и встречали меня в обычной жизни, вообще даже и близко не угадали, где я работаю. Самая частая версия людей вокруг – это то, что я похож на айтишника. А вы как думаете? Напишите об этом в комментарии. Напомню, что сегодня с вами я, Антон Больших, и сегодня речь пойдет о вот этом вот классном скутере BMW C650 GT. Точно не знаю его год выпуска, но это рестайлинг, скорее всего где-то примерно 18 или 17. Пробег у него составляет 21 800 с копейками километров. Этот скутер, на мой взгляд, имеет одну достаточно досадную проблему. Он привезен из Японии. Я уже многократно говорил, что я не очень люблю BMW, привезенные из Японии. Да, я знаю и понимаю, что часто у русского человека нет других альтернатив. Найти дилерский мопед сложно, дорого, привезенный из Европы еще сложнее и так далее, и так далее, и так далее. Но лично в моем понимании японский мопед должен стоить примерно на 100 тысяч дешевле, а может даже и больше, нежели аналогичный мопед, привезенный из Европы или же купленный дилерский здесь. Если, конечно, мы смотрим примерно аналогичное состояние. Потому что он имеет ряд нюансов по технической части. Например, для японского рынка все абсолютно скутеры и мотоциклы BMW шли без опции системы контроля давления в шинах. Я считаю эту опцию одной из очень полезных, если она особенно работает и так далее. Ну, как правило, она у всех работает, если она есть с завода. И только до оснащения этой опцией там стоит уже легко двадцаточку, а то и чуть больше можно в это дело вложить. Это, скорее всего, будет с китайскими датчиками. То есть, если купить новые оригинальные датчики, то там уже, наверное, 1040 будет бюджет, ну и так далее. То есть, это только одна из вещей, которые реально прикольные, важные, нужные. Часто у японских мотоциклов есть нюансы с фарой, которая светит там немножко неправильно. Часто они идут без подогревов и так далее, и так далее. То есть, много тонкостей по комплектации. Ну, это еще можно стерпеть, потому что к этому человек может быть готов. Но, в частности, могут быть и другие проблемы, которые связаны именно с климатом в некоторых японских регионах. Ни для кого, я думаю, не секрет, что часто скутеры из Японии приходят с некоторой степенью ржавчины и каких-либо проблем, связанных именно с солью в воздухе и с тем, что они могли какое-то время храниться на улице. Часто это может быть ржавчина на перьях вилки, где-либо еще, то есть какая-либо коррозия алюминия, все что угодно. То есть многие привыкли считать, что ни на что, кроме внешнего вида, это не влияет. Но что касается конкретно этой цешки, и случай, кстати, не единственный. Владельца шокировал в прошлом сезоне такой момент. У него прогнил бак насквозь. Да, на скутере, которому примерно 5 лет. Как вам такое, Илон Маск? Для справки, сколько лет я работаю со Skyway, у всех 400-ок и 250-ок баки, если что, металлические. И еще ни разу на них я не видел баков даже ржавых изнутри. Но так, чтобы они прогнивали насквозь, это вообще что-то из ряда вон выходящее. Полагаю, там еще качество металла может быть такое, но у дилерских скутеров такого не встречается. А учитывая повышенный спрос на топливные баки, я так понимаю, что проблема может через короткий промежуток времени носить массовый характер. Но если честно, на таком свежем и недешевом скутере это для меня был просто шок. Вот это поворот! Еще одна проблема данного аппарата, которая заботит владельца, это то, что на нижних пластмассках в передней части мопеда осыпались все крепления. Они просто начали разлагаться. Если что, пластик в определенных условиях очень быстро может приходить к такому состоянию, что у него просто разрушается структура. Именно это и произошло. То есть пластик с годами становится хрупким и начинает просто рассыпаться. Значит, главным, что на это может
может влиять, наверное, является ультрафиолет, хотя может и не только. Ну, я точно не знаю. Но факт в том, что иногда при определенных условиях хранения пластик начинает резко приходить в негодность, и это резко начинает вызывать проблемы. Чаще, конечно же, на японцах. Дилерских скутеров или европейских я с такими проблемами еще не видел, как и мотоциклов. А вот японские попадались. Надо сейчас оговориться, что я говорю именно про покупку европейской техники из Японии. Потому что чаще всего с японской техникой из Японии немного другие особенности эксплуатации, и там обычно все немножко по-другому. Возможно, потому что японцы делают все-таки технику ориентированно на свой рынок и, возможно, что-то учитывают в применяемых материалах. Здесь не могу быть точным, но вот практика показывает, что с японцами из Японии, если они, конечно, изначально нормально подобраны, изначально все нормально. Здесь же пробег был типа 10 тысяч, когда скутер был привезен, и вот сезон уже как минимум отъезжен по России. Значит, что мы будем сейчас с ним делать? Значит, первое, это переборка вилки, потому что там все пыльники растресканные, чуть ли не ржавые, гнилые. Я рекомендовал перебрать вилку, просто чтобы не запускать. Она как бы не течет, но по-хорошему ей надо сделать профилактику. Значит, второе, это замена ремня вариатора подошла по регламенту. По-моему, мы в вариатор уже лазили, делали чистку, но давно уже достаточно, наверное, 1010 назад. Значит, посмотрим, что там. Я не помню, какие там стоят грузы. Если грузы стоят стоковые, то, скорее всего, мы порекомендуем их замену на Доктор Пули, потому что они уже и по пробегу, скорее всего, имеют износ. Возможно. Ну, мы это посмотрим. И, соответственно, пока пули есть в наличии, потому что недавно мне пришла небольшая партия, и, к сожалению, становится с годами все труднее и труднее доставать с учетом политической ситуации. Также нам будет необходимо проверить здесь натяжку приводной цепи, скорее всего, подтянуть цепь, поскольку здесь с завода ничего не делалось с данным узлом, туда еще просто не лазили по пробегу. А также мы произведем полный осмотр, посмотрим на состояние корпуса воздушного фильтра, при необходимости проведем процедуру герметизации, если это будет нужно в данном конкретном случае, а также сделаем ТО с заменой всех жидкостей, которые необходимы, сверимся с нашей историей, сверимся с информацией от владельца и полностью приведем его в порядок. Данный владелец обслуживает у нас уже второй аппарат, до этого у него был Suzuki Burgman 650, и как только он узнал, что я внезапно и неожиданно вернулся из отпуска, он сразу же мне написал, я прыгнул в свой фургончик мотоэвакуатор и забрал этот скутер у него с дачи на обслуживание. Соответственно, у нас есть достаточно времени, чтобы в спокойном темпе, спокойно его весь обслужить, посмотреть, и чтобы человек спокойно был полностью готов к сезону, потому что когда начнется сезонная вакханалия, что всем надо вчера, очередь достигает месяца, а иногда даже и больше. Поэтому самые предусмотрительные люди, дальновидные, делают это, конечно же, заранее. Подготовка заранее к сезону – это круто. А для тех, кто любит поковыряться со своей техникой сам, я создал свой собственный обучающий курс по ремонту и обслуживанию BMW C650 GT. Также у нас уже вышел курс по Suzuki Burgman 650, и скоро выйдет курс по Suzuki Burgman Skyway 400, начиная с 2007 года. Если у вас есть какие-то вопросы и вам интересно принять участие, вы можете мне написать по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Там же есть ссылка на все мои продукты, так что переходите, смотрите, если вам под такое интересно. Я в своем курсе рассмотрел как раз таки, наверное, все работы, которые необходимо делать с этим скутером, и не только. Там есть и полная герметизация воздушного фильтра, включая полный разбор пластика, который необходим для того, чтобы полностью снять корпус. Не только одну часть, как многие делают, а прям включая добраться до дросселей. Также в своем курсе я рассмотрел переборку вариатора, подтяжку приводной цепи, переборку вилки, много дал лайфхаков, как можно обойтись без тех или иных специальных приспособлений, и если у вас их нет. Рассмотрел замену всех жидкостей и, самое главное, структурировал эту информацию, чтобы было максимально понятно даже новичкам,
новичку, который раньше ремонтом мотоциклов не занимался вообще. Также по каждому занятию я подготовил подробнейший чек-лист, который является шпаргалкой для того, чтобы можно было, не смотря видео, всегда его открыть и все самые важные моменты просто просмотреть. Кстати, доступ к курсу я теперь всем даю бессрочный. Ну а мы пока приступим к разборке и дефектовке данного аппарата. Итак, друзья, сегодняшний день подошел к концу, и время подвести итог того, что сегодня удалось сделать и того, что сегодня удалось обнаружить. Как вы можете видеть, я думаю, скутер у нас без перьев вилки. Также он у нас несколько подразобран. Разобрана трансмиссия. Перья вилки мы пока что не разбирали, только демонтировали. Провели дефектовку вариатора, я открыл историю, почитал, что с ним делалось. В общем, скутер был куплен на пробеге примерно 8500 километров. И на этом пробеге, когда он приехал, мы сразу же разобрали на нем вариатор, посмотрели его и поставили на него грузики «Доктор Пули». После чего он вот до пробега почти 22 тысячи проездил на этих грузиках. Грузики в очень хорошем состоянии, на них минимальная выработка. И в целом вариатор еще пока находится в достаточно хорошем состоянии. Но ремень уже имеет достаточно серьезные трещины. Можно так сказать, что приехал, но его и по регламенту надо менять на пробеге 20 тысяч. Заменим ремень, больше ничего трогать не будем в вариаторе, все там в порядке. Соответственно, соберем его, и до 40, я думаю, что проблем особо не будет. Он будет ездить дальше на этих грузиках и на этом ремне, даже 40 с копейками. Ремень в данный момент заказан. У нас ремней на этот скутер в наличии пока что нету. Все-таки дороговато они стоят для того, чтобы их держать в наличии. Поэтому мы их пока что возим на заказ. Здесь вылезла полная беда с корпусом воздушного фильтра. Внутри там страх и ужас. Встречается такое, бывает. Было принято решение полностью разбирать корпус фильтра, отмывать его и полностью качественно герметизировать. Мы займемся этим уже либо послезавтра, либо уже на следующей неделе. Ремень мне приедет в начале следующей недели. Соответственно, мы зальем мойку, поскольку ее сливали в мое отсутствие. И, собственно, займемся приведением этого всего дела в порядок. Также в вариаторе было обнаружено запотевание сальника первичного вала вариатора. Сальник мы будем менять. У нас он оказался в наличии, так что с этим проблем не возникнет. Также мы подтянули цепь привода на заднее колесо. Башмак установили сразу номер 3. Сразу заменили масло. Также будем менять здесь масло в двигателе, масло в промежуточном редукторе. Это все уже согласовано и точно будет сделано. Помимо всего, что я сейчас перечислил, у нас еще выплыла одна проблема, о которой знал владелец, но еще не знал я, вернее забыл. Это течь антифриза в районе помпы охлаждения. Клиент подозревает, что проблема в прокладке крышки, купил эту прокладку, и наша задача будет ее заменить. У меня есть подозрение, что антифриз подтекает с патрубка. Патрубки мы в любом случае снимем, и если найдем там какую-либо коррозию, то все это прочистим. Также обнаружена течь масла чуть выше помпы. Такое ощущение, что течет из-под какой-то пробки. Пока что не знаю точно откуда. В общем, этот момент пока отложили, будем разбираться. Пока сосредоточились на основных проблемах, на потресканных пыльниках вилки и так далее, и так далее. Вот оно и получается, что скутер вроде бы приехал из Японии, пробег у него небольшой, и казалось бы, все с ним должно быть хорошо, но проблем с ним уже было достаточно много. Крепления пластика рассыпаются, антифриз течет из-за коррозии в тех или иных местах. Кстати, уже по системе охлаждения были вопросы, уже там менялись некоторые резиночки, насколько я знаю, что-то владелец сделал сам. Ну, собственно, негерметичность корпуса воздушного фильтра, это, конечно, к японскому мопеду не имеет никакого отношения. Это больше конструктивная недоработка. Также здесь от времени разваливались фильтры вариатора воздушные. Это все тоже уже менялось. Этому тоже уже уделялось внимание. Ну и, насколько я знаю, человек заменил оба пульта. Это, конечно, болезнь BMW, но обычно не на таких пробегах. Это тоже в данном случае следствие неудачного хранения в неудачном климате, скорее всего.
Думаю, что на этом блог пора заканчивать. Возможно, я сейчас, если найду удачные кадры, попробую вставить то, как выглядит загерметизированный корпус воздушного фильтра после мойки. Возможно, это будет кусочек из урока, из обучающего курса. Итак, такой вот результат у меня получился. Я разделал бормашинкой канавку по шву и проварил полипропиленом. Это надежно, это герметично. И в общем и целом гарантированно проблем здесь не будет. Впоследствии вот эту вот резинку нужно будет все равно качественно посадить на герметик. Данный скутер мы приведем не спеша в порядок, и весной он отправится радовать своего владельца дальше, потому что он попал в правильные руки. А сегодня с вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Я желаю вам всем ездить на классных мотоциклах. Обязательно очень внимательно и аккуратно подходить к вопросу их покупки, но и самое главное, чтобы они никогда не ломались. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк под этим видео, возможно, написали какой-то комментарий и нажали на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Всем пока!